Всем привет! Как уже догадались, сегодня шью кошелек, осваиваю навыки по окрашиванию торцов кожи, и это открыло передо мной определенные возможности. То есть теперь можно кожу комбинировать и более-менее презентабельно, красиво обрабатывать торцы. До этого, в принципе, как обычно, изделия шил с однослойной кожи. Я и сейчас их шью, но теперь есть возможность еще комбинировать, то есть кожу склеивать. И что это нам дает? Дает нам получать вот такие к примеру, обложки кошельков. То есть здесь две кожи. Верхняя — это кожа с тиснением под крокодила. Очень красивое тиснение, но отдельно такую кожу сложно использовать в изделиях, потому что она такая мягкая, тонкая, то есть где-то здесь 0,8 мм толщина. И она такая, и изделие получится такое тряпчаное. И изнанка у нее тоже с рельефом, то есть не очень будет красиво. Поэтому я сейчас пробую такие кожи клеить на подложку. В качестве подложки использую кожу растительного дубления. Сегодня это толщина 1 мм, чтобы не сильно утолщать само изделие. По подготовительным работам я уже, в принципе, в начале видео показал. То есть детали кошелька нарезали, потом окрасили. Красил 2 раза. Первый раз закрасил, и цвет не очень хорошо сочетался с обложкой, поэтому я перекрасил тогда в более такой темный, и сейчас выглядит неплохо, сочетается. Значит, если с этой стороны изнанку не нужно было обрабатывать, то есть это лицевая сторона нашей кожи, то в данном случае на внутренней части, здесь изнанку я еще заполировал, покрыл кремом финишным, загладил, то есть здесь все гладенько, красиво. С торцами ничего не делал, торцы мы будем окрашивать только в обложках, и те торцы, допустим, которые при сшивании мы уже не сможем к ним долезть, я их уже окрасил. Окрасил тоже, видео выложил. То есть сначала грунт филлер наносим и потом окрашиваем краской для торцов. То же самое с обложкой сделал. Здесь. Все остальное будем окрашивать уже после того, как соберем готовое изделие. Кошелек у нас будет вертикальный. Почему не проклеивал полностью весь кошелек такой кожей? Потому что если видите, все элементы, допустим, если все заклеить, они будут теряться друг на друге, то есть выглядит слишком наляписто. Лучше, когда, на мой взгляд, когда такой элемент с такой фактурой, он будет выделяться на каком-то однородном фоне. И плюс это не утолщает нам дополнительно изделие. Теперь, что касается по размерам. Эти кармашки, это прямоугольнички, ширина 100 мм, высота 50. То есть все эти заготовки, они сделаны по одному размеру. В данном случае просто есть вырезы. А так все делается из прямоугольничков. И здесь тоже обрезал, чтобы было потом легко доставать карты. Теперь внутренняя часть. Внутренняя часть у нас где-то 180 миллиметров. И здесь 100 миллиметров в высоту. Значит, посредине с одной и с другой стороны тоже сделал вырезы. Здесь будет удобно доставать купюры. Ширина этого выреза 20 миллиметров.
Так, и сама обложка тоже по высоте 100 мм, а по длине 200. Вот, то есть разница между вот этими вот деталями получается 20 мм. Как я уже сказал, в общем, все детали я с изнанки заполировал, окрасил торцы, где уже потом в готовом изделии сложно будет подобраться. И теперь переходим именно к сборке самого изделия. Для этого нам нужно пришить кармашки. На мой взгляд, это самое сложное в кошельках. То есть правильно пришить кармашки, чтобы все было ровненько, красиво. В общем, в данном изделии что я делаю? Я выстраиваю кармашки, как они будут. То есть вот так вот плотно, чтобы они прилегали друг к другу и не выступали за основную деталь. То есть я их выстраиваю, потом снимаю первый кармашек, делаю здесь отметки, вот до которых потом подставлю этот карман. Убираю этот, тоже делаю отметки. Вот. И в принципе выглядит это где-то вот так вот. Дальше тоже увидел у мастера, очень удобно зачищать края, вот снимать отсюда слой для того, чтобы все хорошо склеивалось. Вот таким вот образом, то есть подставляю линейку, вот, и те участки, на которые мы будем наносить клей, я просто вот так вот лезвием снимаю. И так, в принципе, вот, по всему кошельку, там где у нас будет склеиваться деталь. А дальше просто, допустим, по своим меткам накладываю этот карман, приклеиваю его и уже начинаю пробивать вот в этом месте и пришиваю. Он у нас таким образом фиксируется. Потом накладываю следующий карман, тоже приклеиваю, пробиваю и прошиваю. В общем, как прошиваю, показывать не буду, то есть видео об этом есть, просто буду показывать, как кошелек выглядит на разных этапах сборки. Первый кармашек я уже приклеил и прошил, сейчас сделаем то же самое со вторым. В общем, что вот это за выступы, хотел сказать, увидел, если не ошибаюсь, у китайских мастеров, они оставляют небольшой запас на заготовочках, и когда собирают уже готовое изделие, то потом по контуру основной вот этой подложки части они срезают ножом, и у нас здесь выходит ровно, красиво, без различных перепадов. То же самое попробуем мы сегодня сделать. Здесь вот есть уже у меня метки, по которым мы приклеим наш кармашек. В качестве клея использую вот такой вот цемент от Fiebings. Его положительные качества — это отсутствие запаха, и при склеивании он становится, при застывании он становится прозрачным. Вот. То есть работать в квартире можно, и в принципе я из-за этого его и выбрал, что не нужно не проветривать потом помещение, в общем, не дышать токсичными испарениями. То есть для работы в таких небольших помещениях это идеальный вариант. Так, наношу я его такой вот кисточкой. Кисточка уже немножко засохла. Вот. Говорят, что этот клей можно наносить только на одну заготовку. Не так, как обычно. Клея наносят на обе заготовки, а потом склеивают. Вот можно только на одну часть. И в этом как бы его экономичность. Вот. И теперь
по меточкам, по нашим. Ставим вот так вот и вклеиваем в упор. Так. И даем подсохнуть. Да, по поводу обложки, то есть большие площадя, большие куски кожи я склеиваю наиритом от Kinderfarben, по-моему, называется SAT 30E клей. Он с таким едким запахом, в общем, работать в квартире не очень удобно им. Но у него есть положительная такая характеристика, он дает возможность продолжительное время как бы не склеивать заготовки, то есть он засыхает, и потом мы его через какое-то время можем активировать феном, нагреть и потом уже склеивать заготовки. Чем это хорошо? Когда мы большую площадь покрываем клеем, то он начинает высыхать, пока мы, допустим, покрываем клеем уже другую заготовку. И как бы он дает возможность нам продолжительное время эти заготовки не склеивать. То есть он высох, мы его активировали и потом склеиваем. С этим же клеем так не пройдет. То есть он, если высох, то он уже высох. Вот. Одна сторона кармашка уже собрана. Вот здесь я там прошил и все наклеил. Теперь с другой стороны собираю блок с кармашками и остановлюсь немного на самом шве. В общем, разметку я делаю вот таким вот инструментом под шов. Здесь вот расстояние 4 мм, то есть от края на расстояние 4 мм делаю линию. Вот. По этой линии размечаю именно пробойником точки для отверстий. Вот. Почему выбрал именно эти пробойники? Обычно работаю с пробойниками с круглым зубом. В данном случае есть несколько причин. Первое. Получается, если у нас пробойники с круглым зубом, они как бы делают такую вырубку отверстия. И, возможно, на окрашенной коже будет видно именно вот эти торцы не окрашенные. Поэтому вот этот он просто сделает прокол. И я надеюсь, что как бы, да, в принципе, вот здесь вот видно, отверстия у нас закрываются. И вот этих вот пробельчиков таких видно не будет. Это первая причина. И вторая причина. Сейчас, в общем, вынужденно пришлось мне перейти на работу с прессом. То есть я полностью отказался от молотка. Очень слишком много создавал шума в доме. Пожаловались и при этом, в общем, попросили, чтобы я не стучал больше. Как бы, чтобы продолжать работу, мне нужно было найти какой-то выход. Я купил себе пресс реечный, обзор на него покажу чуть позже. В общем, вот этот пробойник, он нормально там зажимается в этот пресс. В общем, я это все чуть позже покажу. И я вот прессом продавливаю, прокалываю эти отверстия под шов. Когда у нас отверстие готово, можно переходить к сшиванию. Сшиваю изделие я сидельным швом, но сегодня задачу немножко усложним. В общем, в одном из комментариев человек написал, что сидельный шов, как он думал, это, в общем, шов такой с узелками. Ну, сегодня мы сошьем изделие сидельным швом с узелками. В общем, как это делается? То есть, как обычно, заводим иглу, выравниваем, чтобы у нас одинаковые части были с обеих сторон. Потом пропускаем иглу, выводим, и вот в этот момент, то есть у нас остается с этой стороны петелька. Так вот, нам иглу, когда мы выводим ее, нужно пропустить через эту петельку.
и затягиваем. Так. Желательно здесь не пережимать. В общем, еще как бы сложность работы с тонкой кожей. То есть если мы перетянем, к примеру, нитью, вот будем слишком затягивать, то эту кожу начинает сгибать. Поэтому нужно делать все достаточно аккуратно. Сейчас вот так вот покажу. Еще. Вот, запускаем нить, вводим и туда в колечко. И вот что у нас получается. В общем, они все так, стежки очень красиво ложатся. Если, допустим, их не перетягивать, и они все будут одинакового размера, то шоу получается достаточно красивым. Ну и плюс, конечно, все зависит от нити. Нить мне не очень нравится. Хочу попробовать еще круглую в работе. Ну, в общем, со стороны неплохо. И заканчиваю я шоу именно на кармашках. То есть продеваем нить вовнутрь кармашка. Вот здесь обрезаем. И просто запаиваем. Так, с прошивкой закончил. В общем, сборка изделия завершена. Вот здесь получается у нас два внутренних шва, то есть прошил с одной и с другой стороны внутри вот эти вот кармашки, и поверх сделал накладки, которые создали нам, по сути, третий кармашек с каждой стороны. Вот. Дальше два шва вот здесь, то есть это все склеивалось, потом прошивалось вот здесь два шва, дальше вклеивается обложка, и уже с каждой стороны по контуру вот так обе стороны этих прошиваются. То есть получается такое изделие. Дальше, конечно, пришлось заморочиться над обработкой торцов. То есть все не так просто, как мне казалось. До этого записывал видео по окрашиванию торцов, и все как бы
было несложно, но здесь вот именно в данном случае сложность в том, что торец очень широкий получается. Если на ременной полосе там все проще, где-то там 3-3,5 мм толщина кожи, которую мы там заполировали, к примеру, или покрыли грунтом и покрасили, то здесь у нас торец шире, плюс несколько стыков разных кож. Каждая кожа по-своему как бы впитывает и взаимодействует там с грунтом, с краской. Выходят неровности. Я, ну, чтобы не соврать, наверное, 5 или 7 раз вот, окрашивал, снимал краску, снова окрашивал, снова снимал разными способами. В общем, получилось добиться такого результата. Это лучшее, что я смог получить. Так что с окрашиванием еще буду разбираться. Планирую приобрести себе краску, которую потом еще как бы разглаживает утюжком под действием температуры. Вот попробую еще такой вариант, потому что с кошельками, вот, думаю, других способов в принципе добиться хорошего, качественного, красивого уреза, наверное, не придумать. Вот. Здесь еще получается, мы покрываем краской одну сторону, начинает стекать. В общем, есть свои моменты. То есть ремень, полосу покрыть проще из-за того, что мы вскрываем, по сути, вот мы его поставили и покрываем с одной стороны, засохло, перевернули с другой стороны. То есть с кошельками все не так просто. Вот. И еще хотел сказать по поводу выбора нити. То есть для изделий, чтобы они выглядели более аккуратно, нужна нить потоньше. Вот у меня здесь миллиметровая. Нужна другая нить. Тоже планирую в ближайшее время записать видео по выбору ниток для своих изделий. Сейчас все скроем изделие финишем и уже посмотрим на конечный результат. В качестве финиша используем крем Splendida. Мне понравилось, как он ложится на кожу и, в общем, какое он покрытие дает. Сначала нанесу на внутренние вот эти кармашки. То есть до этого я уже вскрыл перед сборкой все детали с лицевой стороны этим кремом. После сборки остается покрыть нам только те части, вот, которые у нас получается с наклеенной кожей. Губку перед нанесением я немножко смочил, то есть она влажная. Когда она получается намокает, она становится такой мягкой. Да, кстати, это губка с предыдущего видео, то есть я ее просто помыл, и она пригодна к использованию, можно сказать, многоразового использования. Вот, и наносим. Так, с одной стороны и с другой стороны. Что заметил? Кремообразные апритуры очень хорошо, без различных нюансов, там, усложнений, наносятся на фактурные кожи, которые вот с различными текстурами. То есть на гладкие кожи нанести крем сложнее. Сейчас даем высохнуть и наносим уже на обложку. После высыхания крема нам нужно его зачистить щеткой, желательно из натуральным конским ворсом, но у меня обычная вот такая вот дешевая, и в принципе она с этой задачей тоже справляется. И вот результат.
навели блеск, кошелек оживился. Нравится мне, как ложится финиш на кожу. Конечно, все зависит от того, еще какую кожу мы используем для изделия. Но вот этот крем, он, в общем, не создает пластиковую такую кожу. То есть поверхность остается более натуральной, приятной на ощупь. Но при этом еще такой какой-то небольшой глянец появляется. Изделие получилось достаточно вместительным. То есть можно поставить 6 карт и при желании даже больше. Можно по 2 карты ставить в карман. Кожа она тонкая, то есть потянется, примет форму. И можно будет уже, допустим, по 2 карты на кармашек. То есть можно будет сюда вставлять карт 12. Больше я бы не советовал, потому что кошелек будет распирать. Потом он будет такой менять форму. То есть нужно, чтобы все было в меру. Канал стремительно развивается. И все больше вопросов под видео по поводу приобретения изделий. У меня есть для этого свой магазин на Фейсбуке, есть профиль в Инстаграме, есть электронная почта. Поэтому подобные вопросы лучше задавать мне в личных сообщениях или же, допустим, уточнять моменты по наличию, по возможности отправки в вашу страну, допустим, по оплате, к примеру, для индивидуальных каких-то заказов. То есть лучше писать мне личные сообщения. И подобное общение будет намного продуктивнее, чем переписка в комментариях. Вот. Все необходимые ссылки я укажу в описании. Так что, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.